Я благодарен Господа, что Он дал нам в этой церкви такие чудесные сестры. Я вам скажу, в нашей церкви больше принимают участие в служении сестер, чем братья. И я даже скажу, что с сестрами даже иногда легче работать. Меньше проблем. Но вы знаете, я все еще верю, что у вас есть все-таки нераскрытые возможности, нераскрытые огромные потенциалы для Господа Бога вашего. Не просто, как один человек мне сказал, очень интересно, мне понравилось это. Это сестра, которая, я был знаком с ней еще, когда эта церковь еще не была. Она уже была верующая, и я просто помог в свое время ей найти работу, я был знаком с ней чуть-чуть. Потом я увидел, что она пропала, она ходила в другую церковь в это время. И сегодня вдруг я смотрю, вроде похоже, ближе смотрю. Это она! Что ты здесь делаешь? Я уже теперь даже лидер в какой-то церкви. Я говорю, но вроде бы ты пропала какое-то время. О, я так пропала, что глубоко пропала. Она пропала так здорово, что она сказала, что даже до наркотики дошло. Но она была верующей, она была христианкой. Пока дьявол ее лицо не грязил, не чистил пол. Не стоит даже потерять один день от Господа. Но, когда она уже там побыла, она поняла, что гораздо без Бога, чем без миру. Но теперь, почему я это говорю, она что-то сказала, что тогда, когда я была в церкви, тогда я хотела жить в миру, а быть в церкви по воскресеньям. Очень интересные мысли. Мне просто это понравилось. Я хочу жить по-мирски, а быть в церкви святая. Хочу жить по-мирскому, а быть в церкви одновременно. Невозможно. Живите с Богом так, как Он хочет, ведет нам. Поэтому, братья и сестры, особенно сегодня. Это не конец нашей радости, вы знаете, конечно. Это начало нашей радости, что мы спасены. А наша радость закончится, настоящая радость вообще-то там начинается. Там уже не закончится. Там уже продолжится во веки веков. Поэтому поймите, что нету смысла в том, чтобы я радовался с вами сейчас, чтобы я поздравлял вас сейчас, если вас не будет там. Тогда я вообще не хочу вас знать. Серьезно, те, которые не готовы идти и дойти до неба, зачем тогда знать? Чтобы потом видеть их, как они будут мучиться в аду. Потом сожалеть, что, о, я ее знал, почему она отступила. Или как она попала туда. Я хочу, чтобы всякий праздник здесь на земле напомнила нам и сестрам и братьям одну мысль. О том, что это не наш дом. Мы идем домой. Мы идем домой. Каждый праздник, каждый раз, когда люди пьют в миру, когда они гуляют в миру, когда они делают все, что угодно, пускай это для нас будет напоминанием о том, что слава Богу, что я не как они. Я не принадлежу этому миру, как они принадлежат этому. Слава Богу, что моя надежда, вся мое упование не закончилась здесь на земле. Я благодарю Господа, что я странник, что я проходец, я просто прохожу мимо этой земли. Я иду домой. Я иду на то прекрасное место, где слезы больше не будет. О, аллилуйя. Я иду на то прекрасное место, где не будет старости, где не будет или пожилого возраста, там, где улица сделана золота. Я иду в тот город, который будет мне родной, где не придется не понимать. Я иду в тот дом, где все меня поймут. Где не будет конфликта, где не будет ссора, где не будет печали. Я иду домой, там, где не будет болезни, там, где не будет немощи, там, где не будет слабости всякое, там, где не будет неполноценности, там, где не будет ничего худого, там, где все меня будут любить. Аллилуйя. Там, где я смогу говорить, это мой дом, родной дом. Как вам не было бы хорошо здесь на земле, это не ваш дом. И я бы не хотел, чтобы кто-то из нас успокаивался, расслабился здесь на земле. Мы не можем себе позволить расслабиться. Мы не можем себе позволить уснуть здесь на земле. Это не наш дом. Мы имеем дом. Мы имеем родину. Мы имеем город, который нерукотворенный.
мы имеем город, который автор и архитектор и начальник этого города является Господь Бог наш. Там, где нет электричества, но где Сын Божий, Иисус Христос сам есть свет этого города, где Он сияет. Там, где нету ночи, там, где нету темнения вообще и ничего темного. Там, где слава Божия наполняет всем и все. Дорогие мои, у нас есть дом, который стоит. Дорогие мои, у нас есть родина, которую мы можем по праву назвать своей землей. О, земля — это не наша родина. У нас есть лучшая родина, лучший дом, лучший город. И нам не придется стесняться никого. Там, где ангелы нам будут обслуживать. Ангелы будут нас обслуживать. И мы будем вечно счастливы со Христом. Тогда мы забудем, что за боли, которые мы переживали. В то время мы забудем, что за недоразумение. В то время мы забудем, какие болезни нас терзали. В то время мы забудем, как муж нас бил или избивал, или не понимал. Тогда мы забудем, как над нами издевались. Тогда мы только будем видеть одно. Славу Господа Бога нашего. Даже вспоминание о всякой боли исчезнет. Вспоминание о прошлом навсегда пройдет. И вы начнете, именно начнете жить, жить, жить и жить. Но до этого мы здесь на земле. И, дорогие мои, давайте сделаем все то, что мы можем, чтобы спасать своих мужей, чтобы они не пошли на то ужасное место, которое называется ад. Давайте стараемся и сделаем все, чтобы мы спасем наших детей, чтобы они не пошли на то ужасное место, которое называется ад. Давайте все сделаем, будем молиться за них, будем проповедовать им, будем приглашать их, будем делать все, чтобы свет Иисуса воссиял им через нас, чтобы через нашу жизнь, через благость, через доброту, через любовь, которую Господь излил на наше сердце, чтобы все вокруг нас видели свет Иисуса, и чтобы им захотелось жить с Ним, так, чтобы они не получили осуждение. Дорогие мои, самая лучшая зарплата, которую вы можете получить, это благодарение от спасающегося грешника. Это спасибо, которое вы услышите от того, который должен бы попасть в ад, но попал в рай, благодаря вашей жизни и вашим словам. Живите дальше, так, чтобы прославить того, кто спас вас, и спасать других таким образом. Сосредоточие, я не знаю, возьмите за руки, все. Просто как один человек, я бы просто хотел вас поздравить. И в лице моей жены я вас обнимаю. Serious. И целую. Аллилуйя. И я просто, это то, что я просто делаю для вас все церкви. Я люблю вас. И я верю, что Иисус выражает такую же любовь вам. Чтобы вы не чувствовали никогда комплексы. Забудьте о комплексах. Здесь, в этом доме Божьем, не все одинаковые, мы равны, как как-то. Мы одинаковые, Бог нас любит одинаково. Поэтому вы дома у себя. Так что расслабьтесь. И наслаждайтесь этой любовью Его. Будьте благословлены. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь. Но я еще говорить в этом же направлении, которое Боже только что говорила. И вы видите, что мы тоже даже видели, там Бог сначала сотворил человека, мужчину. И Он начал создавать ему. Он сказал после этого, вы можете даже посмотреть в вашей Библии. Давайте посмотрим все вместе. 2 главу книги Бытия. 18 стих, так? Давайте начнем 18 стиха. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Вы слушаете, да? Будьте внимательны, особенно мужчины. Моя жена говорит насчет женщины, я буду говорить о мужчине больше. Господь Бог образовал из земли, 19 стих уже, всех животных половей и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть. И как он назовет их, и чтобы так наречет человек
всякую душу живую. Так и было имя ее. Если вы видите какую-то специфику, динамику развития событий в этих стихах, вы обнаружите, что после того, как Бог создал или сотворил человека, наши дети очень прекрасно это говорили, что, ну что дальше? Человек скучал просто. И Бог наш решил, чтобы человек не просто так был. Бог наш, он сказал в 18 стихе, что я хочу создать, давайте сотворим для человека соответственного ему партнера, или соответственно ему. Видите, до этого времени не было эксперимента о том, что есть женщина. Поэтому Бог начал как бы экспериментировать. Потому что в 18 стихе говорится, давайте создадим ему помощника. И тут же 19 стих не говорится о том, что сразу создали женщину. А там говорится о том, что создавали половые и всякие животные. То есть Бог хотел проверить, если это пойдет на душу человека, если это будет как раз соответственно, которое он хотел. Но как мы видели, что это не соответственно, потому что единственное то, что Адам делал, он просто давал им имена и все. Он не мог общаться с ними. Дорогие мои, Бог есть твой создатель, и Бог, который создал вас как мужчины, вы слушаете меня, Он создал тебя так, чтобы твоя жизнь была интересная. Так, чтобы наша жизнь была интересная. Да, очень много вещей, которые могут нас интересовать в жизни, правда? Очень много развлечений, очень много разных вещей, которые мы занимались, даже до того, как мы женились. До того, как мы женились, мы находили себе вещи для развлечения. Но приходит этап в жизни каждого человека, потому что так ты сотворен. Когда ты хочешь что-то ближе, что-то более душевное, что-то более глубокое, что-то более затрогающее. Когда это чувство приходит, и в женщине тоже, ты видишь, что ты нуждаешься в партнере, ты нуждаешься в помощнике, ты нуждаешься в того человека, который будет соответствовать тебе. Поэтому Бог создал женщину, так? Поймите, что женщина в этом случае не есть просто один из предметов или из объектов удовлетворения. Женщина не есть всего лишь один из объектов развлечения. Женщине есть помощник. Что такое помощник? Если человек тонет, да? Ну, он как тонет, да, в море. Он плавает, и он уже затонул почти. Тут приходит скоро помощь, да? Тут приходит человек, чтобы помочь ему избавиться. И когда он приближает, и он тебе помогает, и приводит тебя на берег, он тебя спас жизнь. Так? Он тебя помог здорово. Помощник — это слово помощь, правда? Человека, которого мы только что спасли, как он должен отнестись к своему помощнику? Спасателю, как он должен отнестись к нему? Благодарением, почтением, с уважением и с ласковостью. Женщина, жена дана тебе как то помощника. Без нее твоя жизнь будет не так интересна. Без нее твоя жизнь будет что-то, не доставать что-то. Но потому что мужчины многие не получили эти образования, не получили нужное воспитание. Мы разводимся, мы злоупотребляем наших жен и наших сестер и так далее. Это катастрофа, за которую мир расплачивает. С каждым судом, разводом и так далее, всякие беспокойства в семьях. Есть причина, почему Бог поставил, чтобы главой семьи была мужчина. Не потому что мужчина лучше, не потому что жена была взята от мужчины, не потому что женщины хуже в каком-то смысле, а просто потому что
у женщины без этого больше ответственности, больше задачи, больше работ дома. И когда ты делаешь больше чего-то, ты начинаешь думать, что ты все во всем. И ты, чтобы они не угнетали мужчину этот раз, Бог уделил мужчине этой властью быть главой, чтобы как-то баланс сохранить и поддержать. Вы понимаете? Потому что два начальника, два капитана не могут править одним рулем, один кораблем. Кто-то должен быть главой. Поэтому это должен быть мужчина, потому что Бог так создал, из-за этой специфики, о которой мы говорили, что у женщины есть свои преимущества в том, что они хозяйки дома, они все равно больше занимаются с домом. Но тут, поэтому Бог, когда Он уже выбрал мужчину, Он уже наделял мужчине таким способностями, которые действительно может ему помочь править семьей. А женщине Он дает такие же способности, которые поможет ей быть хозяйкой, добротой, нежностью, любовь и мягкое сердце, которое вы должны ценить очень сильно. Женщины особенно, вы должны это ценить. Это есть ваше оружие. Именно то мягкость, которое у вас есть, это не ваша слабость, а ваша сила. То женственность, которая у вас есть, это не слабость. Многие женщины понимают это развратно. Я не думаю, потому что я такая спокойная, поэтому воспользуется мной. Поэтому я тут и стану такая, еще хуже становится. Когда мы считаем, как верующие, что Бог своеобразно так создал женщину, мы видим, что Он взял женщину именно с ребра мужчины. Это имеет тоже значение. Мужчины, братья и сестры. Знаете, что это должно напоминать мужчинам постоянно, что моя жена мой партнер, она мой коллег. Она не моя служанка, она не моя повар, человек, который готовит всего лишь. Она не просто еще один вид развлечения, но она равна моя ребро, она партнер. Понимаете это? Никогда не унижайте. Это привилегии, даже то, что вы могли быть мужчиной и быть главой семьи, это не от вас, это привилегия. Слушайте меня, мужчина? Это не от вас. Вы сами не заработали это. Это просто подарок от Бога быть главой семьи. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас угнетали, потому что вы тоже не над миром, вы тоже под кем-то, мужчина. Вы тоже с кем-то работаете, сотрудничаете. Если вы не хотите, чтобы вот на работе и в обществе над вами стояли, вас угнетали, вы тоже посчитайте самого близкого к вам человека, самого рядом с вами человека, научитесь посчитать. Я не понимаю на свете, что может присоставить человека кричать на мужа или на жену. Я не могу понять. Потому что у них нет правильного отношения, у них нет правильного сердца. Кричать на жену, какое право ты имеешь? Она имеет такое же право в духовном мире, как ты. Она не такой человек, как ты в духовном мире. Она перед Богом вы равны такие. Бог просто ставил вас, чтобы вы могли быть помощником друг другу, партнеры. Поэтому Бог взял ее именно отсюда, с ребра, чтобы ты всегда знал, что она зависит от тебя, ровно как ты также зависим от нее. Амин? То мы должны это понять, что логика Бога, когда Он создал мужчину и женщину, для того, чтобы она могла быть помощником, чтобы могли помогать друг другу. Но Бог также поставил порядок, что жена должна послушаться в семье. Потому что если жена тоже будет давать указы, то это уже она выходит из Божьего постановления. И она вызывает на себе гнев мужа. Но как мужчины, как братья во Христе Иисусе, начнем смотреть на свою жену по-другому. Не как вы смотрели на нее до сегодняшнего дня. Правильное отношение к жене — это смотреть на нее как на партнера. Я не знаю, как по-другому смотреть на мою жену. Я даже не знаю, как. Я не вижу ни в чем том, что она успевает меня. Дома, наоборот. Она хозяйка, я починаю все. Носит сюда, носит. Аллилуйя.
Но главное решение, конечно, принимаю я, но вместе с этим. Она на том месте, которое Господь хочет, чтобы она была, я не имею права ее снять отсюда. Тем более кричать на нее. Тогда она тоже имеет право тогда кричать, получается. Но мы не звери, мы дети Божьи между собой. И мы благодарны Господу, чтобы, даже если так поздно, но это привилегия все-таки знать эти истины. Почему Бог создал это отношение брачное? Что такое брак перед Богом? Для чего вообще? Неужели просто выращивать детей, а потом не знать, что получится от них? Выращивать детей, ну, если удастся, если повезло, станет хорошим. Если не повезло, то, ну, надеюсь. Нет. И только для этого, чтобы ты мог жить правильно, так как Бог заповедовал, показать своим детям, как жить правильно. Сегодня я бы хотел помолиться за всех наших сестер, которые не замужем, которые желают выйти замуж, и чтобы Бог начал делать чудо в вашей жизни. Потому что есть место, которое мужчины должны играть в жизни женщины. Есть место также, которое женщины должны играть в жизни мужчины. Люди мне говорят, что даже в миру эта проблема есть, в этом обществе, связано с прошлым. Что нет у нас сексуального образования. Половое отношение не хорошее, не такое, которое оно должно быть в христианской семье. Я верю как пастор, что половое отношение и интимное отношение между мужем и женой в христианской семье должно быть гораздо лучше. Это волнует очень много женщин. И это должно быть намного лучше, чем в миру. Это Бог создал секс. Почему Он создал? Чтобы мы могли получить максимальное наслаждение от секса. И не просто рожать детей, функция какой-то, это получается средство. Нет. И цель, и средство одновременно. И мы будем смотреть с точки зрения Библии на секса, и как можно получить максимум удовольствия в своей семейной жизни сексуально. Мы должны знать, что Бог думает о все то, что Он нам дал. И как пользоваться ими к лучшему, максимум. А сегодня я буду молиться за тех людей, которые молятся, которые верят, и которые не женаты, не замужем, именно за сестры я буду молиться. Чтобы Бог начал делать чудо в вашей жизни, если вы готовы, конечно. Бог не может дать вам мужа, пока вы еще не готовы. Поэтому я хочу сказать сейчас в заключение, братья и сестры, Бог создал мужчину и сказал, я сотворил ему помощника, так соответственного ему. И он начал приводить разных животных, и того, и другого, но мужчина не получил удовольствия. Только когда он встретился с женщиной, Евой, он сказал, это кость костей мои, и это плоть костей мои, она называется женщиной. Что это значит? Ничего не займет то место, который определит для тебя, или для твоей жены Бог. Никто не займет место жены в твоей жизни. Если ты женатый. Когда человек не женат или не замужем, Бог дает благодать ему. Так? Но когда вы женаты или замужем, то никто не займет, или ничто не займет это место. Телевизор это не займет. Поэтому отвлечь мужчины, начните работать над собой, чтобы отвлечься от посторонних отвлечение. Отвлекайте себя от телевизора, от друзей, которые вводят вас в семьи. Вы должны проводить время с вашей женой, с вашей супругой больше, чем с друзьями, даже больше, чем с работой. И если вы не делаете это, вы не проводите время с вашей женой, вы просто вредите себе, вы вредите свою семью. Библия говорит, что оставит отца и матери человек и прилепится к жене своей. Прилепится. Мужчины, я прошу вас во имя Иисуса, прилепляйтесь к женам вашим. Не просто с 10 вечера до 7 утра и до свидания. Не просто на постели. Именно проводить время. Я изучал натуру женщин. Я был в миру раньше. Я тоже был неверующим. Я гулял очень много. Знал много женщин. Я пришел к выводу в одном, что они все одинаковые в одном. То, что больше удовлетворяет женщина, это не секс. То, что больше удовлетворяет женщина, если вы хотите удовлетворить вашу женщину, это время, которое вы проводите, чтобы открывать ваши души ей, и чтобы она тоже передала ее душу вам. Время, которое вы проводите в общении с ней, это ей дает больше удовлетворения, чем любые даже подарки,
чем даже Мерседес, если ты подаришь через Мерседес, чем все остальное, просто проводись время. Это правда, это в Африке, это в Америке, это в Европе, это их Бог создал их так. И ты должен правильно знать, на кого ты женишься. Поэтому вы должны уделять особое внимание, чтобы посидеть. Ты говоришь, ничем заниматься ли, что ли? И моя работа там. Вот это наша проблема. Как будто только когда нечем заняться, тогда можно с женой посидеть. У меня была эта проблема. Я должен себя контролировать постоянно. Я должен себе напомнить. Должен себя составить, потому что я постоянно привык думать или работать, или что-то делать. Я думаю, даже когда я в туалете, я что-то делаю. Поэтому я привык всегда думать. Я знал, что такое время. Одна минута, Библия говорит, что Господи, научи нас исчислять наши дни. Поэтому я привык исчислять свои дни и дать отсчет за каждую секунду. Но я знал, что если я не буду проводить нужное время с женой, то все время, которое я старался заработать, придется тратить на то, чтобы восстановить разрушенное. Зачем допускать, чтобы она разрушилась, а потом тратить еще 10 раз больше времени, чтобы восстановить, когда ты можешь не допустить. Примите решение с этого дня, что вы будете уделять хотя бы несколько минут в день. Просто ты ничего не делаешь, она ничего не делает, просто сидите не за телевизором, когда вы обсуждаете этот фильм и так далее. А просто общайтесь, что она хочет, пускай она скажет. Ты говоришь, что лучше читать Библию в это время. Да, лучше, конечно, но в другое время вы будете читать Библию. Есть некоторые, которые слишком духовные. Я буду лучше молиться в это время. Но иногда твоя молитва даже не дойдет туда, потому что Библия говорит, что если у нас не будет хорошие отношения с женой, что это может препятствовать нашей молитве. Это правда. Аминь.